Hyundai. Значит, буду менять ремень, шкивы и натяжной. Для начала поднимаем вот это правое колесо пассажирское, откручиваем его и снимаем защиту с крыла. Сам процесс я не буду снимать. Ну, кто первый раз будет делать, просто поднимаете колесо, сначала разжимаете гаечки, потом поднимаете его. Не забудьте что-нибудь поставить под низ, чтобы надежно стояло, и скручивайте гайки, снимайте колесо. Смотровой ямы у меня нету, ни подъемника тоже, поэтому будем делать обычный вариант на земле. То есть снял я колесо, вот тут уже доступ. Тут теперь надо снять вот эту вот пластмасску. Вот она. Здесь болт, пластмасска вон напополам разделена. И здесь вот спереди тоже вот есть. Вот откручиваем их, это болтики на 10. И снимается вот эта часть. Все открутил, вот такой вот вид приняло. Тут вот еще есть защита, подкрыльник вот этот пластмассовый. Кто хочет, тоже может снимать, более комфортно будет работать. Ну, я посмотрю, если беспроблемно смогу раскрутить, то я его снимать не буду. Вот они все шкивы, их видно. Теперь берем, отпускаем натяжитель. Сейчас объясню все. И снимаем ремень. Здесь вот на натяжном есть вот такая вот гайка. Сделана специально. Значит, вот ее сейчас хорошо видно. На вот эту гайку одеваем ключ на 14. И когда одели, берете его против часовой стрелки. Вот у него ремень сейчас проседает. Вот он, ослабился. Я одной рукой снимаю, поэтому не получится. В общем, вот так оттягиваете и снимаете со шкива. Так, еще, значит, когда будете оттягивать, ставьте обыкновенный накидной ключ. Потому что головку, если поставите, она потом, этот подшипник пойдет обратно, потом вот здесь вот не выйдет. Обыкновенный накидной. Вот накидной ключ, оттянул я его, и вот сюда я вставил в это отверстие шпильку. Ну, то есть это кусок электрода. Кто хочет, может вставить кусочек сверло. Просто я длинное не захотел ставить. Теперь у меня, когда я вот снимаю ключ, у меня свободный доступ к этому вот болту и вот к этому. Ну, к этому проблем нет. Этим вот головку запустить сложновато. То есть она мешает вот этот шкив. Можно боковым попробовать, но я не буду пробовать, потому что проще. Мне этот шкив менять надо. Значит, откручиваем вот этот шкив, снимаем его. Потом снимаем вот этот, ставим вот этот и обратно ставим шкив. То есть за одно время меняем сразу два. Он здесь чуть-чуть вот этот выпирает, бортик. И получается, что он под углом заходит. Не наскакивает головка. То есть снимаем вот этот. Вот как только сорвали его, он тут двумя пальцами тоже выкручивается. Главное сорвать. И берем, выкручиваем. Сейчас выкручиваем, ставим новый. Снимать и выкручивать неудобно, поэтому буду выключать. В общем, выкручиваю. Так, выкрутил я его. Вот он. Вот, снимаем. Вот сам этот шкив. Он у меня слегонца подгулявший. Вот он шкив. И вот у него есть здесь люфты. Вот этот у меня уже подгулявший. Правильно делаю, что меняю. Сейчас вот шкива нету, вот его место. Теперь вот этот болтик свободно берем и выкручиваем. Выкручиваем этот и вот этот и снимаем натяжной. Собираем все в обратном порядке. Ставим все на свои места и прикручиваем. Сейчас ставлю натяжной. Шпильку не вынимаем. Вот затем ставлю следующий шкив и верхний. Снимаем вот этот шкив. Значит, шкив здесь расстояние вообще ерунда. Наверное, сантиметра 3. Здесь главное сорвать его, потом он свободно идет. Вот он у меня уже сорванный. Свободно идет двумя пальцами, он откручивается. Вот я его кручу, вращаю. Главное сорвать. Только сорвали, вот двумя пальцами он выкрутится. Даже видно уже резьбу. Вот он снялся. Вот он сам
подшипник. Там он еще шайбочка. Это вот новый, а это вот старый. Старый он металлический. Ну, буду ставить новый. Тут в принципе можно им сам подшипник внутри поменять, если остальное все в хорошем состоянии. Ну, поставлю этот. Итак, ставится он в обратном порядке. То есть сейчас одеваем, накручиваем и зажимаем. Все поставлено на свои места, как стояло. Все затянуто. Шкивы все, натяжной. Теперь надо поставить, остается ремень. Вот она, шпилька стоит. Новая, все. Ремень ставим, ложим на свои места, то есть по согласно схеме, как он и раньше стоял. И затем будем ослаблять натяжной и вынимать эту шпильку. Установил все на свои места. Значит, порядок установки. Не знаю, как кто ставит и что. Я сначала все пропустил ремни, чтобы они легли плотно. Там, где есть желоба, вот эти вот ручейки. То есть вот все. Вот там, вон там, вон там. И последний тоже вот лежит все на своих местах, чтобы не было перекосов. И последний я надевал уже на натяжной. Вот здесь я обводку делал. Он хорошо залез без всяких сложностей. Теперь что делаю? Вот ключ стоит. Отжимаю я его сюда вниз против часовой стрелки. И вынимаю вот эту вот шпильку. Вот шпилечка. Вытянул. Вот он ушел туда. Натяжка ремня стала лучше, чем раньше было. Он у меня так не был натянутый. Сейчас он лучше намного натянутей. Вот этот у меня был подгулявший. С люфтами. Ну, сейчас натяжка лучше стала. Ну, сейчас завожу, посмотрим. Ну вот, все заработало. Вот он крутит. Все на своих местах. Кому было интересно, лайкайте, подписывайтесь. Буду еще выставлять видео. Сейчас снизу покажу еще. Остальное собираем в обратном порядке, прикручиваем колеса. Вопрос решенный. В общем, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Если у кого какие-то возникнут вопросы по поводу замены, пишите в комментариях, буду отвечать. Второй вопрос, почему я менял? Менял по одной простой причине, потому что когда я купил, у него было уже 200 с лишним пробега. И после покупки нормальной машины, подержанной, лучше всегда менять навесные вот эти ремни и подшипники. Я сначала не поменял, но сейчас поездил и вот решил поменять.